Привет, друзья! Вы, конечно, можете мне сказать, что вы устали от трендов и будете носить только то, что выберете сами. Я бы хотела очень с вами согласиться, если бы мода все-таки не диктовала нам свои условия, а порой даже ставила перед фактом. Меня зовут Анна Куц, я специально для вас сейчас записываю это видео прямо из сердца моды, из Милана, и в нем я буду рассказывать о главных трендах 2025 года. И если вы действительно хотите одеваться только в то, что вы придумали сами, вам точно стоит задуматься о создании своего собственного бренда одежды. Поэтому оставляю для вас в описании ссылку на регистрацию на эфир 7 решений для создания бренда одежды, а мы приступаем к разбору трендов 2025. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что я не только приготовила для вас очень много полезной информации с визуальными подкреплениями, но и также в конце этого видео вас будет ждать бесплатный гайд по трендам от меня, который вы можете в любой момент открыть и использовать при выборе одежды. Давайте сначала поговорим про общее направление фэшн 2025. Унисекс крепчает, и все больше в разных брендах у разных дизайнеров проявляется агендерность. Простыми словами, это когда по одежде непонятно, она мужская или женская. Также мода в целом отходит от расслабленности, вернее, она с нами остается, но добавляется элегантности. То есть это уже не беспощадный оверсайз, но и не строгий old money. Мир также смотрит больше в сторону индивидуальной стилизации. Теперь уже мы говорим нет классическим бежевым костюмам из Pinterest и больше экспериментируем с индивидуальным стайлингом. И сегодня в выпуске я вам, в частности, покажу приемы, которые можно брать и использовать прямо сейчас. Теперь разбираем блок цвета. Как и во всех моих выпусках про тренды, мы разложили их на несколько направлений. Именно потому, что, как я уже и говорила, мы отходим от классических бежевых аутфитов из Pinterest. В моде сейчас активно эксплуатируется многообразие цветов. Что будет в этом году активно? Главный писк сезона – это сложность и индивидуальность, еще раз. 2025 год будет сосредоточен на природных, глубоких, теплых цветах. И я, кстати, буквально сегодня заходила в Зару и видела их новую коллекцию, которая выполнена в цвете, обозначенном форкастинговым агентством WGSN как цвет 2025 года. Называется он Future Dusk, и это такой глубокий синий. Небесно-голубой предполагается главным цветом 2026 года, но в 2025 он также будет прорываться на полке. А те, кто смотрит мой канал, знаете, что вы уже из будущего, потому что на одном из моих выступлений на неделе моды этот цвет делал весь образ в виде перчаток и маски. Это тот образ с Maison Margiela. Так что крупные игроки рынка, такие как Maison Margiela, Stella McCartney и Jacques Mus, уже добавляют этот цвет к себе в коллекции, и можно смело брать, если он вам нравится. И с нами точно закрепится винный. Наверное, вы и сами уже видели, что он просто везде и повсюду. И, например, из больших брендов сейчас Balmain активно использует этот цвет в бархатных платьях и костюмах. Для базовых гардеробов нейтральные цвета, конечно, все равно будут с нами, такие как кремовый, бежевый и серый. И вот эти оттенки прекрасно перекликаются с роскошными фактурами, например, как у Hermes и The Row. Я задала вопросы девушкам и женщинам из Милана о том, какие цвета будут в тренде по их мнению. Давайте посмотрим, что они ответили, прежде чем перейдем к следующему блоку, это фасоны. Вы следуете трендам? Я имею в виду, смотрите за тем, что прогнозируют. Как по-вашему, что будет модно в 2025 году? О, хороший вопрос, дайте подумать. Наверное, цвет бургунди будет с нами еще долго. Мне кажется, что темно-зеленый будет сильно трендить в следующие несколько месяцев. А что насчет принтов? Сейчас точно очень популярен животный и анималистичный принт, но мне кажется, что ему уже недолго осталось держаться в топе. Возможно, работа с цветом будет актуальна, а еще цветочный принт. Посмотрим. Что, как вы думаете, будет трендить в 2025? Я не знаю, наверное, это уже в ходу, но точно будут повсеместно блейзеры, а еще мотивы рабочей униформы в повседневной одежде. Что будет модно в следующем году, как вы считаете? Так, но я не обладаю какой-то глубокой экспертизой в этом плане, поэтому пока не в курсе. Но точно будет многое зависеть от того, что покажут фэшн-блогеры. Я уверена, что их контент оказывает сильное влияние сейчас, а это, в свою очередь, зависит от того, что конкретно они видят на подиумах. Я сама предсказывать тренды не умею пока. Мода последнего времени мне очень нравится, конечно. При этом одних трендов недостаточно. Это должно быть что-то, что мне самой нравится носить. Но вы очень интересуетесь миром моды. О да, мне мода очень нравится. Нравятся хорошие вещи, ну, как и всем, я думаю. Теперь блок фасоны. Что выбирать в плане кроя? Ну, что выбирать? К нам пришли, наконец, после долгого-долгого периода оверсайз жакетов
приталенные жакеты. Теперь вместе с трендом на женственность и также на инфантилизм, и также примешался из 60-х вайб, и в моду снова вошли укороченные жакеты, приталенные костюмы, и этот писк моды, на них можно смотреть смело. Теперь по сочетанию цветов между собой, что интересного я хочу вам показать сегодня. Тут хочется вернуть еще один глобальный тренд, который можно было бы в самом начале озвучить, я озвучу сейчас. В тренде у нас нынче сочетание несочетаемого. Например, шоколадный и небесно-голубой. Это выглядит очень дорого и необычно. Посмотрите на фото, вдохновитесь и попробуйте обязательно. Также красный и фиолетовый, бирюза и бургундия. В общем, чем сложнее, тем лучше. Но тут такая дополнительная рекомендация. Пробуйте развивать насмотренность, экспериментируйте, потому что сочетание несочетаемого — это такая опасная игра. Возвращаясь к моему визиту в Зару, я там видела платье, где прям решили сочетать вот небесно-голубой, бургундий, все в тренде, между собой смешали в платье, получилось говно. Возвращаемся к фасонам. С нами остается силуэт. В комментариях к прошлому ролику я получила много критики от вас в сторону этого силуэта, рукавов фонариков и О-образных рукавов. Ну, да, я поэтому и спрашивала, этот фасон подойдет не всем. Поэтому, опять же, моя вам рекомендация: попробуйте, сфотографируйте себя, через день пересмотрите эту фотографию. Бывает такое, что вы считаете, что вам что-то не идет, но на самом деле вы просто ни разу не пробовали это примерить. И вы начинаете носить все одно и то же. Я знаю прекрасно то, что я проходила через этот этап, просто потому что это ваша привычка. Мне же хочется, чтобы люди больше ударились в стиль, мне хочется, чтобы мои видео помогали в этом, и поэтому главная рекомендация тут попрактиковаться еще. Не только слушать, смотреть и про себя думать: а нет, это мне точно не идет, потому что я это и не носила никогда. Ну и это безумие ждать какого-то нового результата, повторяя одни и те же действия, да, как мы с вами знаем. Поэтому пробуйте, не стесняйтесь, что-то новое вы обязательно откроете для себя. Дальше у нас в тренде будущего клетка и полоска. Это тот самый момент, когда пришла пора перебрать все, что находится в бабушкином гардеробе, батины пиджаки, посмотреть, что есть в сундуках, и, возможно, найти там очень-очень много модного и трендового на 25-й год. Напишите, кстати, в комментариях, у кого так сейчас и происходит, потому что те, кто смотрит мой канал, знают, что мода циклична, она повторяется примерно раз в 20-25 лет, мы много раз это обсуждали, и вот сейчас время для подзабытых вещей, оно снова наступает. Это отличные новости. Поэтому напишите обязательно, у кого мама и бабушки были модницами, и вы обнаружили это только сейчас. Ну и полоска, тренд лета 2025. Посмотрите, сколько прекрасных сочетаний можно с ней придумать, составить небанальные образы и выглядит свежо, как Сабрина Карпентер. Можно отойти от банальной классической рубашки в полоску и добавить полоску в брюки, выбрать или найти в сундуке у бабули брюки в широкую полоску и всех впечатлить этим. Дальше у нас кантри, бохо и замша. Мне очень нравится этот тренд, возможно, на других людях, не на мне, но те, кто умеют в бохо, это очень красивые, манящие, элегантные женщины, на мой взгляд. Если вам этот стиль близок, то носите на здоровье. Помните, что замшу лучше не надевать в суровую российскую слякоть, поберечь эту обувь для сухой погоды, потому что потом будет очень сложно восстанавливать. И я напоминаю, что мода сейчас идет в сторону индивидуализации, а бохо — это именно тот стиль, где вы можете намешать много разных фактур, цветов, принтов и выглядеть необычно и выделяться. Следующее решение достаточно простое по своей сути, но при этом элегантное, шикарное и очень-очень модное и трендовое. Это Total Grey и Total Chocolate Look с сумкой в цвет образа. Дальше у нас идет мужской брючный костюм. И это все, кстати, очень хорошие новости для брендов одежды. Если вы думаете о том, чтобы создать свой бренд, или находитесь в процессе его создания и развития, вы можете за счет тренда на агендерность подсэкономить в своих расходах на разработку. Можно сделать один бомбический, хорошо посаженный мужской костюм и продавать его как на женскую, так и на мужскую аудиторию, показывать на моделях как женщинах, так и мужчинах, быть при этом супер актуальными, супер в тренде и зарабатывать в 2 раза больше денежек. Напоминаю, что свой бренд одежды — это сейчас очень перспективное направление бизнеса. И если вы хотите зайти в эту сферу и хорошо зарабатывать на производстве и продаже одежды, я жду вас на свои бесплатные лекции 7 ключевых решений для создания бренда одежды. Она бесплатная, она моя коронная, ссылка на нее в описании. Регистрируйтесь и приходите. Следующий тренд, о котором мы спорили сильно с продюсером этого канала Машей, строгий продюсер, назовем ее так. Маша очень сильно топит за классику, за все строгое, классическое. А я, как некоторые из вас знают, топлю за
молодцу в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, мне тренд следующий зашел, Маше не особо. Тренд этот на олимпийки, худи и куртки с нарядным платьем. Посмотрите сейчас эти фотографии, примите свое решение и напишите в комментариях, на чьей вы стороне. Клан Маши или клан Ани. Самое интересное, что к этому образу можно добавить разную и обувь тоже, и вообще ничего не стесняться. И кеды с кроссовками, и таби от Маржела. Следующий тренд меня саму удивил, потому что я, честно говоря, полагала, что он уже отгремел, но поскольку мы опирались на мировую аналитику при написании сценария к этому видео, я несу вам этот тренд, который будет в весенне-летних коллекциях только нарастать. И тренд этот на юбки-баллоны. Даже сейчас, опять возвращаясь к моему визиту в Зару, там была целая куча платьев и юбок формата юбка-баллон. И прежде чем мы перейдем к трендовым материалам, тренд на капри. Друзья, один из самых поджигающих все дискуссии и комментарии в модных кругах трендов – это тренд на капри, потому что еще совсем недавно это считалось конченным зашкваром и стилистической ошибкой, которая режет ноги. И с тех самых пор все стилисты, которые уже пробуют этот тренд внедрить к себе в гардеробы, слышат результаты своей собственной прошлой работы о том, что не надевайте капри, если вы не хотите порезать длину ног в 2 раза. И когда такое вижу, я прям вспоминаю вот эти вот курсы в Инстаграме 5 лет назад, где были золотые правила, что можно, а что нельзя. Сейчас правила в моде не работают, а капри вернулся к нам в гардеробы. Вы могли заметить, как я использовала этот тренд на стрит-стайлах недели моды в Милане. Я рассказывала о том, что мы просто купили колготки на Озоне и обрезали низ, и получились капри. Этот прием не я лично придумала, а стилисты бренда, опять-таки, Maison Margiela. Они так стилизовали на своих показах, а мы просто этим взяли и дополнили один из образов. Опять же, не зацикливайтесь на том, что вам чего-то нельзя. Если вы считаете, что ваши ноги слишком толстые или слишком худые или что угодно, попробуйте просто примерить, стилизовать с удлиненными жакетами и посмотреть, как это будет выглядеть на вас. А может, вам понравится. В конце концов, велосипедки с жакетами все носили, все. Капри всего лишь на 20 сантиметров подлиннее. Блок материалы. Тренд 2025 – это кожа и кожзам. Из кожи шьют все: платья, костюмы, шорты, брюки, головные уборы, футболки. В общем, это по всей планете началось. Это глобальный тренд. Это точно продержится с нами еще несколько сезонов и не будет уходить даже летом. Второй тренд – это прозрачность. Он с нами уже давно, но он еще сильнее укрепился, и можно стилизовать смело, не только в рубашках использовать, но он перешел и на юбки, штаны прозрачные, платья с прозрачным подолом. Всюду. Прозрачная одежда может стать также классным вторым слоем. Третий – это замша. Я уже упоминала ее в этом выпуске. Это все к тренду на бохо и будет актуально тоже и летом, и весной. Носите смело. И четвертое – это фактура. Наверное, вы уже сами это повсеместно замечаете. Это в том числе вязаная одежда, аппликация. Валентина и Дрис Ван Нотен активно используют это у себя в коллекциях и создают крупные, почти скульптурные цветочные принты. Ну а самый-самый главный тренд 2025 года – это тренд на artificial intelligence, на искусственный интеллект и на экологичность. Стелла Маккартни продолжает быть амбассадором этого всего и активно инвестирует в разработку новых видов материалов из молочной пенки, апельсиновых корок, листьев ананаса, разного вида грибов. И это такая ее большая миссия. За это ее очень сильно уважает вся мировая индустрия моды. Цифровая мода тоже набирает тем временем обороты. Бальман и Дольче Габбана активно экспериментируют с созданием коллекций для метавселенных. И многие бренды масс-маркета тоже активно внедряют экологичные инновации. Например, H&M предлагает вещи из переработанного хлопка. А в Заре теперь можно примерить онлайн-образ. Для тех, кто создает свой бренд одежды, использование АИ в рекламе тоже станет вашим способом выделиться среди конкурентов. Например, в Милане сейчас все рекламные скрины просто пестрят производством искусственного интеллекта. Это очень необычно выглядит, и самое главное, что это очень сильно отличается от той картины, которую я увидела 2,5 года назад, когда только приехала учиться. Я обращала внимание, что очень много рекламы одежды в Милане, в принципе, весь город из нее состоит, я бы так сказала. И если раньше это была реклама с использованием живых моделей, людей, их фото, то сейчас это созданная искусственным интеллектом штука. Если вы узнали что-то новое в этом выпуске, поставьте лайк, мне будет очень приятно. А для самых терпеливых, как я и обещала, оставляю ссылку на готовый гайд по трендам 2025 года. Скачать его можете у меня в Телеграме, нажав на ссылку под этим видео. Это PDF-файл, который вы сможете открыть, пересмотреть и использовать при
подборе своего нового гардероба, например, или при создании своей собственной коллекции. Ну а у меня на этом все. Спасибо большое, что смотрели этот выпуск. Увидимся в следующих. С вами была Анна Куц. Если бизнес, то модный.